Многие из нас, фанатов Черного Клевера, познакомились с этим тайтлом, посмотрев непосредственно саму аниме-адаптацию, как собственно произошло и со мной. Однако, каково же было мое удивление, когда после просмотра аниме я решил чекнуть мангу, и оказалось, что там рисовка не то чтобы похожа, это считайте, что полноценное искусство, сделанное Юки Табатой, просто как мед на душу. А кто-то может вообще познакомиться с тайтлом, посмотрев полнометражку Меч Короля Магов, хотя какое тогда может быть сопереживание персонажам, если вы не знаете основного сюжета. И вот представьте лица людей, которые после графонистого фильма решили посмотреть аниме-адаптацию. Поэтому сегодня мы и разберем некоторые моменты, сравнивая аниме и мангу Черный Клевер, чтобы в полной мере ощутить то искусство, которое создает Табата. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Сразу хочу уточнить, что в этом сравнении не будет последовательности за повествованием сюжета. Сегодня мы просто обратим внимание на то, что нам предложила аниме-адаптация, и на то, как оно должно быть на самом деле. Так что если вам понравится такая тематика и вы захотите вторую часть, в которой уже будут не вошедшие моменты, тогда смело можете предлагать их у меня в телеграм-канале, в чатике или же в группе ВКонтакте, в комментах под постами, или просто кидайте свои примеры из аниме и манги в предложку группы. Ну и начнем мы с финала эльфийской арки, когда Аста и Юна стремительно выдвинулись атаковать дьявола Загрида. И вы только посмотрите на эту грацию, с какой яростью они атакуют противника. А теперь просто обратите свое внимание на то, как это преподносил нам автор манги Черного Клевера. Здесь прям отчетливо видно ту ярость и стремление, направленные на злодея, из-за которого пострадало множество душ как в прошлом, так и в их нынешнем времени. Само даже выражение лица дает нам возможность прочувствовать те эмоции, которые испытывали основные герои. А в адаптации все эти аспекты были реализованы даже не наполовину. Конечно, понятно, что прям такой детализации от аниме ожидать не стоит, но блин, оставьте героям хотя бы их прежние эмоции, ведь лица персонажей в аниме — это по сути основной инструмент, благодаря которым придается основная атмосфера и переживания. Следующий момент я возьму перед их столкновением, когда герои только заявили, что не проиграют дьяволу. И если Юна в этот раз получился еще сносным, как для такого уровня адаптации, то вот про Асту я вообще молчу. Сразу видно, что аниматоры пытались передать их эмоции, но вы просто посмотрите, как это было в оригинале. В сравнении это вообще небо и земля. Аста мало того, что выглядит монотонным, так и еще в аниме ему будто по роже проехались. Когда в оригинале стойкая решимость заявлений Астера прям ощущается. И ведь студия Pierrot может делать качественно. Вот, например, когда истинный главарь эльфов Лихт взял в руки третий меч демона разрушителя, где в адаптации его преобразования в прежнюю форму было показано даже лучше, чем в манге. Но такое качество встречается довольно редко, зачастую только в основных сражениях, да и то не на все время поединка. Вот, например, главные герои, отражающие ранее поглощенную атаку Лихта, и адаптировали это вполне хорошо. А вот та самая атака главаря эльфов, и вот как она разительно отличается с оригинала. Кстати, само поглощение Шторма Духа тоже было упрощено. Переключаясь на другую сцену, трудно будет не обратить внимание на очень значимый момент всего тайтла, а именно первое проявление антимагического покрова. Сам этот облик пробудившегося зла был продемонстрирован хорошо, что не скажешь об основном сражении, которое, как по мне, адаптировали хуже всего. Для меня даже не так печально выглядит непропорциональный Аста, нежели вот такая халатность в реализации первого проявления скрытой силы ГГ. Даже финальный удар черного метеорита было испоганено. К слову, вот так вот это выглядело в оригинале, а вот так, если бы студия взялась за это дело серьезно, могла бы выглядеть эта сцена. Плюс еще в этом моменте была сделана ошибка, ибо антимагический покров еще не развеялся, так как присутствовали и антимагическое крыло, и рог, но в аниме рука Асты уже была без покрова. Хотя на тот момент антимагию главный герой черпал именно из антимагических мечей. В более масштабных сценах, предназначенных для демонстрации невероятных возможностей противника, адаптация также внесла свои коррективы и не в лучшую сторону. Да, в большей мере здесь присутствует почти все, что смог нарисовать Табата в
манге, однако вы их просто не увидите, поскольку цветокоррекция просто скрыла детали. Хотя, как по мне, магия красок должна пестрить различными цветами, но, простите, их нам не завезли, из-за чего такая масштабная сцена потеряла свое величие, а змей так вообще покорёбило. Для более внимательных, в манге Табата продемонстрировал бессилие Алмазного Королевства в противостоянии Темной Триаде, наглядно показав, какое количество магов полегло в этой битве. В аниме-адаптации все выглядело так, будто целое королевство вышло защищать несколько человек. И если в манге Лак устрашался силе противника, то в аниме все выглядело так, будто он понял, каким же жалким было сопротивление Алмазного Королевства. Продолжая разговор о Лаке, трудно было не вспомнить его бой с Магной против Ветта, где различие с мангой скорее всего есть только из-за цензуры, поскольку все они были окровавлены. Однако в адаптации из-за этого Лак с Магной вовсе не выглядят сильно изнеможденными в смертельном поединке, хотя в другом случае показать потерянную голову Ноэль студия смогла, но что касается тела, было замылено, в отличие от той же манги. Кстати, в этом же бою против Ветта, помимо непропорционального Асты, о котором, наверное, знает уже весь интернет, в момент, когда главному герою не было чем ответить противнику, кроме того, как просто укусить его, были упущены те эмоции, готовность Астера сражаться несмотря ни на что. В аниме же это выглядело, будто ГГ решил просто перекусить злодея. И таких моментов, когда аниме-адаптация не то что не смогла передать ту атмосферу, задуманную автором манги, очень много, а порой даже это все портило, как, например, в сражении Асты и Ладроса. Но, как показывает тенденция, с дальнейшим продвижением сюжета и роста популярности факапов от студии становится все меньше. Особенно это заметно ближе к 170-й серии. Ну и тут тоже не без проблем, как, например, удаление эффектов антимагии. Однако, смотря на тот же бой с Данте, становится видно, что здесь аниматоры действительно старались передать и атмосферу, и переживания персонажей, и даже эффекты боя. Так что с первых и последних серий аниме Черный Клевер действительно апнулось в качестве рисовки. Но все же, если вы или ваши друзья хотят познакомиться с этим тайтлом, то лучше всего все-таки прочитать мангу, а уже после смотреть само аниме. Если же вы не увидели разбора определенных моментов, которые расстраивают или бесят именно вас, тогда милости прошу в телеграм-канал или группу в ВК с вашими предложениями. Так мы сможем поскорее выпустить вторую часть, если уже вам, конечно же, зайдет. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.